Всем привет! В этом видео я расскажу, каким образом без проводов и кнопок настроить яркость приборной панели Chevrolet Lachetti. Для этого нам понадобится сама приборка, смартфон, ну и еще кое-что. Ну а теперь давайте скорее начнем. Сегодня речь пойдет про новую плату светодиодной подсветки с контроллером плавного двухканального розжига затухания с управлением по Wi-Fi. Выглядит она следующим образом и получила уже третий по счету номер ревизии. По контуру она полностью совпадает с предыдущей версией, отличается как раз контроллером. В этой ревизии установлен контроллер с управлением по Wi-Fi. Ассортимент настроек остался пока такой же, как и в прошлой версии контроллера. Здесь можно настроить яркость, дневную и ночную, которая, кстати, активируется при включении габаритов, задержку розжига и затухания, а также скорость розжига и скорость затухания. Каждый из этих настроек устанавливается для каждого из каналов независимо. А еще в этой версии появилась возможность обновления прошивки по воздуху прямо с телефона. Итак, за кадром я выключил зажигание, и давайте сейчас я его включу, и мы посмотрим, каким образом происходит плавный двухканальный розжиг. Сначала разгорятся стрелки, а затем шкалы, но вы, конечно, можете настроить свою очередность розжига. Итак, включаем. Итак, после некоторой задержки подсветка поочередно разгорелась. Кстати, в этой версии изменение яркости происходит не линейно, а по CRT гамме. Это делает розжиг и затухание более приятным для человеческого зрения. Давайте я покажу, как подключиться к контроллеру в первый раз. Для этого нам понадобится любой смартфон. Нам нужно будет включить на нем Wi-Fi и подключиться к точке доступа контроллера. Она называется Basic Controller. После запроса пароля вводим пароль. По умолчанию он от 0 до 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и нажимаем подключиться. После подключения, скорее всего, у вас вылезет такое вот окошечко снизу, сейчас оно появится, с выбором, с предложением выбрать лучшую сеть. Вот. Нажимаем не отключаться, чтобы не потерять связь с контроллером. Также я рекомендую после первичного подключения выключить пункт автоподключения в меню этой точки доступа, потому что иначе после запуска двигателя в машине у вас будет пропадать интернет на телефоне, так как он автоматически будет подключаться к контроллеру. Итак, после подключения нужно будет открыть браузер и в его адресной строчке напечатать IP-адрес контроллера. По умолчанию он 192.168.4.1 и нажимаем «Перейти». Далее откроется веб-интерфейс контроллера, в котором мы видим три вкладки. Это перечень настроек для канала шкал, для канала стрелок и вкладка настройки, перейдя в которую мы можем обновить прошивку прямо по воздуху. Яркость, как я уже говорил, можно настроить для двух режимов. Это дневной режим, когда габариты выключены, и ночной режим, когда габариты включены. Соответственно, чтобы настроить яркость ночную, нам необходимо сначала включить габариты. Так, давайте я сейчас их включу. Так, габариты у нас включены, яркость притухла, и теперь мы можем настраивать ночную яркость, аналогично дневной, просто передвигая ползунки. Так, когда настройку яркости закончили, давайте я сейчас выключу габариты обратно. Давайте сейчас я расскажу, что касается задержек и скорости. Настройка задержек и скорости происходит в секундах. Для этого нужно выбрать необходимое значение из выпадающего меню. Делается это вот таким образом. Аналогично происходит все для канала стрелок. Просто выбираем необходимое количество секунд в выпадающем списке. А теперь давайте я покажу, как происходит процесс обновления прошивки. Для этого я перехожу во вкладки «Настройки» и нажимаю на кнопку выбора файла. Затем я выбираю заранее загруженный файл прошивки на телефоне. Далее происходит сам процесс обновления, в завершении которого контроллер перезагрузится, и нам нужно будет к нему заново подключиться, если это необходимо. Так, вот сейчас контроллер перезагрузится, подсветка у нас мигнет, заново разгорится. Так, вот, все, у нас контроллер перезагрузился, подсветка заново разгорелась, и мы видим, что у нас пропало подключение по Wi-Fi. Теперь, чтобы заново к контроллеру подключиться, необходимо опять подключиться к точке доступа контроллера. Так, и теперь нажимаем на главную. Все, процесс обновления прошивки завершился успешно.
На этом обзор платы светодиодной подсветки с новым контроллером розжига можно считать завершенным. Если у вас появились какие-то вопросы или пожелания, напишите их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Также вы можете написать в сообщениях моей группы ВКонтакте, ссылка будет также в описании к этому видео. Спасибо всем большое за просмотр, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео по пересвету и не только. Всем пока, увидимся уже в следующем видео.